Друзья, привет! Я Альбина, и я блогер все еще. И как вы поняли, я снова куда-то еду. А еду я в самый северный итальянский город Регенсбург. Да, вы не ослышались. Город не маленький, на Дунае, под охраной ЮНЕСКО, поэтому стоит вашего внимания. Большие города делают великие люди, но а души в них вкладывают обычные люди. Вот и я вам постараюсь показать менее известные, но привлекательные улочки и улицы Регенсбурга с душой. Надеюсь, получится душевное видео. Поехали! Регенсбург – это город, который нельзя пропустить. Если вы хотите прочувствовать атмосферу прошлого и настоящего, то вам сюда. Дорога на региональном поезде от Нюрнберга до Регенсбурга заняла ровно час. Из вокзала по правую сторону вы сразу попадаете в большой торговый центр, где вы можете покушать, отдохнуть, что-то купить. Все самое интересное, все достопримечательности и интересные места находятся в пешей доступности. Так почему же его считают самым северным городом Италии? Давайте разберемся. Во-первых, Регенсбург – это город с невероятно богатой историей. Он был основан еще во времена Римской империи. Представляете, здесь побывал великий, почитаемый император Марк Аврелий. Да и Наполеон приложил свою руку тоже. Здесь родился и жил вместе с братом Папа Римский. Да, город повидал многое. Город сохранил множество памятников и сооружений, которые переносят нас в эпоху Средневековья. В старом городе, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть хорошо сохранившиеся средневековые здания, узкие улочки и величественные храмы, такие как знаменитый Регенсбургский собор. А чего стоит старинный каменный мост? Что действительно отличает Регенсбург от других немецких городов, так это его особая атмосфера, которая заставляет вас почувствовать себя как в Италии. Городские площади и уютные кафе напоминают итальянские, а узкие улочки с домами, окрашенные в теплые цвета, создают непередаваемую атмосферу юга. Здесь, как в Италии. Вы можете насладиться прекрасной кухней, прогуливаясь по набережным Дуная, наслаждаться видом на исторический каменный мост и ощущать запах свежесваренного эспрессо в воздухе. Кстати, самая первая кофейня в Германии открыта здесь. И сосисочные тоже. А я первым делом спешу в гости к князю самой влиятельной семьи в Германии Турнен Таксис. Слышали о такой? Это аристократический род Священной Римской империи, который сыграл важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы с 1615 года. Это самый богатый из бывших владетельных домов Европы. Состояние главы рода оценивается в $1,5 миллиарда США. Основной резиденцией князя на протяжении последних 250 лет служит дворец Санкт-Эмерем в Регенсбурге, куда я сейчас и направляюсь. С левой стороны видите забор? Так вот, за ним это все владение этой семьи. Происхождение этой семьи франко-итальянское. А также этот род состоит в кровном родстве со многими другими семействами европейской высшей аристократии, включая и русский императорский дом Романовых. Дворец возвышается в южной части города, на территории бывшего аббатства Святого Эмерама. Само аббатство основано в 739 году на том самом месте, где был захоронен священномученик Эмерам Регенсбургский. Аббатство простояло довольно долго. Только в 1812 году его продали одной влиятельной и богатой баварской семье Турнен Таксис. Они возвели на месте практически разрушенной святой обители свою резиденцию Шлосс Турнен Таксис. Осталось идти 2 минуты. Я уже подошла на площади памятник епископу Регенсбургскому Иоганну Михаэлю Зайнеру. Вот и вход. Вот заходим. Итак, аббатство Эмерама, которое сейчас принадлежит семье Турнен Таксис. Монастырь основан приблизительно в 739 году, и к концу X века монастырь превратился в крупный центр духовной культуры, просвещения и типографического дела. Здесь работали мастерские переписчиков и книжной миниатюры, издавались уникальные книги. Значимость Санкт-Эмерама как культурного центра снизилась в XVI веке, после того, как по соглашению
от 1555 года, известному как Аугсбургский религиозный мир, Регенсбург стал лютеранским. А с 1803 года Регенсбург потерял статус имперского города и перешел в подчинение Баварии. Кстати, этому поспособствовал Наполеон I. Да, он здесь проживал, расскажу вам позже. Независимого статуса лишилось и аббатство Святого Мирама. Ценности, принадлежащие обители, отвезли в королевскую резиденцию в Мюнхене. Книжное собрание передали Баварской библиотеке. Как я вам уже сказала, после 1812 года монастырское здание приобрел для резиденции представитель влиятельной княжеской семьи Турнен-Таксис. С тех пор церковь Святого Мирама стала приходской и домашней церковью княжеской семьи. Многие туристы пропускают это место, а зря, оно достойно внимания. И история этой семьи интересна. Свое начало род ведет от миланских аристократов Делла Торре. Этих Торре в XIV веке за какие-то провинности изгнали из Милана, и они осели на немецких землях. А в XV веке Франц фон Таксис был обычным почмейстером. Он умудрился наладить регулярные почтовые связи между Веной и Брюсселем, а потом и между многими европейскими странами. Свою должность Франц передал сыну, а тот своему. А в XVI веке Максимилиан I даровал представителям семейства Таксис титул имперских дворян. В 1624 году Ламораль фон Таксис купил для семьи графский титул. Турнен-Таксис оказались очень практичными людьми. Год за годом они увеличивали капитал, действуя очень слаженно. Удачные вложения и выгодные браки позволили этим людям стать баснословно богатыми. В данный момент их прекрасный дворец все еще является частным владением, но, тем не менее, в определенные часы он открыт для экскурсий. Любопытные туристы могут взглянуть на прекрасные залы, конюшни, великолепный зимний сад и оценить коллекции Турнен-Таксис, включающие в себя драгоценности, картины, фарфор, оружие. Здесь на стендах можно узнать, почитать информацию на немецком. Зашла внутрь аббатства. Вау, здесь такая красота! Говорить много не буду, лучше полюбуйтесь. Как и большинство монастырей Баварии, аббатство Святого Мирама было полностью перестроено в XVIII веке в стиле барокко. На щедро украшенных стенах сцены из легенды о Мираме чередуются со статуями известных личностей, которые или вышли из монастыря, или тесно связаны с его историей. Но, если честно, себя здесь чувствуешь как в каком-то французском дворце. Хочется детально все рассмотреть, каждую колонну, каждый предмет. Авторами большинства картин и лепных работ были немецкие мастера, братья Азам. Друзья, я знала одну шутку братьев Азамов, и вот ее искала и нашла. Говорят, что за их работой каждый день наблюдал грозный монах. Однажды, когда он ненадолго был в отъезде, братья Азам создали его подобие и поставили на полукруглое окно справа, наверху, у органа. Приглядитесь, справа на окне у органа видна голова монаха и кусочек его темного плаща. Но орган хорош, стильный такой. На потолке изображены римские христиане этой местности. Дорого и богато. Согласитесь, эта церковь отличается, да, от остальных германских. Я как зашла, у меня глаза разбежались, не знаешь, куда смотреть. А представляете, это все в частной собственности, и за этим всем нужен уход, и картины-то старинные, ценные. Конечно, некрасиво считать чужие деньги, но даже представить не могу.
Но впечатление на всю жизнь у меня оставил собор Святого Петра в Ватикане. Вот это там размах. И когда уже понимаешь, что это все сделано было в старинные века, в шоке была. Когда буду в Италии, обязательно туда схожу и сниму вам. А чего стоит Сикстинская капелла, где выбирают Папу Римского? Там стены, потолок, украшено все работами Микеланджело. А еще, придя сюда, я заметила, что здесь колокольня, построена в эпоху Возрождения, стоит отдельно, как было принято в Италии. Здесь же и находится памятник Авентину, первому баварскому историографу. Иоганн Авентин считается основоположником немецкой классической филологии. Он издал несколько сочинений по истории Баварии, а также первую карту Баварии. Кто же такой был Амирам? Священник, проповедник и епископ. Но, к сожалению, к концу жизни его оговорили, убили. Затем, спустя некоторое время, его оправдали. Останки его тела захоронили здесь, в этой церкви. Но это не он, и это не он. Ну, зрелище, конечно, такое, так себе. Путеводители выдают одну из версий гибели Эмирама. Якобы Эмирам был проповедником и духовным отцом при дворце герцогов Агилальфингов. Незамужняя дочь герцога доверила ему тайну, что она беременна. Для ее защиты он выдал себя за отцом ребенка и во время поездки в Рим был убит ее рассерженным братом. На некоторых плитах пола упоминаются имена первых епископов, мощи которых здесь и захоронены. Здесь за решеткой еще есть другая комната. Зайдем. Это темный романский трансепт середины XI века. Простыми словами, трансепт – это поперечная поверхность, комната, которая находится поперек всего здания, с поднятой певчей трибуны, откуда хор поет, и с расписным барочным деревянным потолком. Потолок здесь тоже интересный. Украшен потолочной росписью с сюжетами жития Бенедикта Нурсийского, который жил аж в 500-х годах. Представляете? Спускаюсь вниз, как подвальное помещение. Не знаю, что там меня ждет, но ради вас спускаюсь.
вышла я во владение династии семьи Турнентаксис в их резиденцию. Эта вся территория принадлежит этой семье. Кафе, к сожалению, закрыто. Да, не ждали меня. Плохо подготовились. Сейчас захожу в сувенирный магазин этой семьи. Ну, может, что-то прикуплю. Здесь как раз развешаны семейные фотографии. Можно рассмотреть. Продаются книги, брошюры и товары собственного производства. Немного расскажу вам о последних членах этой семьи. 11-й князь Йоханнес женился на девушке Глории. Девушка оказалась знатного рода, с корнями, уходящими в 11 столетие. Просто семья обеднела. А предки были из Германии и России. По материнской линии она относится к дворянству Голицыных, но выросла Глория в Африке. Свадьба состоялась в 1980 году, когда Глория была на 3-м месяце беременности. Родилась девочка, а потом и вторая. Сын Альберт появился 3-м и стал наследником состояния после смерти отца. После смерти князя были долги. И жена Глория сначала решила продать все лишнее, чтобы рассчитаться с долгами и как-то восстановить равновесие в семейной экономике. Она продала свою тиару, которая когда-то принадлежала супруге Наполеона III и была куплена за 935 тысяч немецких марок. Свои действия прокомментировала тем, что все равно ее почти не одевает. И сейчас тиара находится в музее Лувра. Из 27 машин оставила только 3, а продажи 75 тысяч бутылок коллекционного вина принесли ей 19 миллионов долларов. Крупную пивоварню тоже в Баварии продали. Налог на наследство она частично погасила, отдав государству часть мебели, фарфоровую посуду, изделия из золота и серебра. Но в собственности остался великолепный дворец Сант-Эмера на 517 комнат, представляете? Он просто частично сдается под проведение мероприятий, конференций, используется как музей. 12-й принц Альберт, это единственный сын того самого Йоханнеса, получил в наследство по завещанию в 8 лет и стал самым богатым мальчиком в мире. Он, как обычный ребенок из богатой семьи, закончил престижную школу в Риме, поступил в Эдинбургский университет, изучал экономику, богословие. Но пока экономическими вопросами занимается мать, а у него есть возможность отдаться своему увлечению гонкам. Вся семья Турнентаксис не собирается в этом громадном замке. Они нашли уютные уголки в других местах. Дочери Таксиса живут в Лондоне, мать Глория в Нью-Йорке в квартире студии на 440 квадратных метров в Манхэттене. А в этом дворце бывает только Альберт, и то всего полгода. Остальное время предпочитает проводить в Цюрихе, чтобы сэкономить на налогах, которые в Германии очень высокие. Как я вам уже говорила, в определенные часы можно попасть на экскурсию внутрь дворца. Но я это сделаю в следующий раз, возьму с собой Лейлу, чтобы она тоже увидела. А пока немного похожу, поснимаю вам территорию. У вас как обзор 3D. В таком старинном здании нотариальная контора.
Аббатству и дворцу говорим «до свидания», не говорим «прощай, еще вернусь». И держу путь уже в следующую локацию, старинную кофейню. Не просто старинную, а самую первую кофейню в Германии. Она была открыта в 1686 году, представляете, в 17 веке. Первые шоколадные конфеты можно было купить в Регенсбурге именно здесь. А также это кафе является поставщиком дворца принца Турнентаксис, где мы сейчас были. И называется кафе «Принцесс». Сделаю себе передышку, аперитив, возьму чашечку ароматного кофе, пирожное и как принцесса посижу на свежем воздухе. Ну и попробую, что же там кушает принц. Расскажу коротко историю. В начале 16 века кофе пили в Каире, а оттуда он попал в Сирию. И в 1511 году правитель Хайербей устроил первую травлю кофе и запретил продажу напитка. Но его преемник уже воспринял новый продукт роскоши, и кофе прибыл в Константинополь в 1534 году во времена правления Сулеймана II. И в 1624 году венецианцы привезли большое количество кофе в Европу. А к 1645 году этот напиток стал широко использоваться на юге Италии. Кофе стал известен дворцу Людвига XIV, и первая кофейня появилась в Марселе в 1671 году, а годом позже и в Париже. В Англию кофе попал в 1652 году, а в Германию в 1670. Первые кофейни в немецкоязычных странах были открыты в Вене в 1683 году и, внимание, в Регенсбурге в 1686 году. Потом уже в Гамбурге, Штутгарте, а в Берлине только в 1712 году. Французские купцы привозили кофе в Регенсбург, и здесь, где курфюрсты, князья и посланники Запада собирались на вечный Рейхстаг Священной Римской империи немецких народов, всегда культивировалась культурная коммуникабельность. Вот они сидели, пили кофе здесь, напротив старой ратуши в историческом месте. Семья Гибелин продолжает традицию старого кафе Штубена Регенсбурга, открывая кафе «Принцесс кондитеры кафе», в котором я сейчас нахожусь. Оно было перестроено, отремонтировано в 1953 году и в 1985 году. Кафе уютное, стильное, есть второй этаж, есть своя коллекция маленьких игрушек. И так же, как в те времена, продают здесь кофе, шоколад ручной работы, выпечку, пирожные. А это я передаю вам привет и, пользуясь случаем, прошу вас поставить лайк. Вам не трудно, а нам приятно. Я выбрала себе место на улице, на свежем воздухе, как раз напротив, как я вам уже говорила, старая ратуша. И покажу вам меню. Продают еще и мороженое. Вкусное ароматное кофе, вкусное миндальное пирожное. Ну что еще нужно для счастья? Кстати, здесь вот чеки приносят сразу. Отдельно на кофе, отдельно на пирожное. Стиль этого кафе, как будто впечатление, как будто ты в Вене или в Цюрихе. Этому кафе говорю до свидания, желаю процветания и иду к собору Святого Петра. Регенсбургский собор – это эталон немецкой готической архитектуры. Его начали строить аж в 1973 году на месте сгоревшей романской церкви VIII века нашей эры, а завершили только в 1869 году, через 600 лет, представляете? Середина XIX века ознаменовалась напряженным периодом строительных работ этого собора. И король Людвиг I был главным спонсором этого собора. При его правлении заменили купол, провели археологические раскопки и добавили склеп для захоронения епископов. Два остроконечных шпиля-близнеца собора можно увидеть со всех уголков Регенсбурга. Огромное готическое здание находится в самом сердце старого города, недалеко от каменного моста.
куда я позже пойду и покажу вам. Западный портал 15 века богато украшен арками, навесами, скульптурным изображением библейских сцен, святых, царей и различных существ, страшилок. Над дверью нависают интригующие фигуры, наверное, это изображение дьявола. Перед входом фигура Петра держит ключи, и считается здесь это ключи от рая. Кстати, символом Регенсбурга считаются два перекрещенных ключа, и жители шутят. Один ключ для того, чтобы открыть дверь в город, а другой, чтобы закрыть. И прогуливаясь по улочкам города, вы эти ключи будете видеть везде. На площади, как вы уже заметили, памятник королю Баварскому Людвигу I. Именно он завершил строительство этого собора, и поэтому его памятник поставили именно на этой площади. Он из династии Виттельсбахов, посещал университет и рано обнаружил горячую любовь к литературе, музыке и искусству. Часто совершал поездки по Италии. Реорганизовал Академию художеств и хотел сделать Мюнхен, как вторые Афины. Окружил себя художниками и занялся постройкой различных зданий, то в греческом, то в итальянском вкусе. Особенно известно построенная им Вальхалла, куда я и планирую поехать, с бюстами всех знаменитых людей Германии. В 1810 году он женился, и празднества, устроенные в честь свадьбы, положили начало празднику Октоберфест. В этом браке родилось аж 9 детей. В 1848 году было революционное движение, и Людвигу пришлось отказаться от престола в пользу сына Максимилиана II. Я здесь поднялась посмотреть в глаза королю. После отречения король жил частным человеком, посвящая себя по-прежнему покровительству искусствам. И в 1854 году с ним познакомился знаменитый русский поэт, князь Петр Андреевич Вяземский, и посвятил экс-королю комплиментарное стихотворение «Мюнхен». Людвиг I умер в Ницце, пережив сына, когда уже царствовал его внук Людвиг II. Ну, надо же, с высоты совсем другой вид. Можно так внимательно рассмотреть собор. Очень похож на Кёльнский собор, и его еще называют младшим братом, хотя по возрасту этот собор старше. Высота башен 105 метров. Говорим королю Баварии пока и идем в собор. А вот и Петр с ключом. А я уже внутри собора. Обратите внимание на окна. Витражи оригинальные, 15 века. При соборе уже более 1000 лет действует собственный хор мальчиков и юношей, регенсбургские воробушки, основанный в конце X века. Это известнейший немецкий церковный хор, удостоенный в 2002 году звания культурного посла Европы. Но есть и темная сторона этого хора. Мальчики подвергались насилию, потом через суд это все доказали, и каждому мальчику выделили денежные средства. И в этом соборе хранятся ценные вещи. Как видите, свет выключен, а светло. Это благодаря вот этим окнам-витражам.
Восторженные чувства прихожан создают звуки музыки, которые создают два органа. Один расположен за главным алтарем, другой был установлен совсем недавно, в 2009 году. Это самый большой свободно висящий орган в мире, а на башнях собора подвешены 6 колоколов разной величины и тональности. Каждый из них имеет имя, каждый звонит в свое время и свои дни. И только по великим праздникам горожане могут услышать одновременно звон всех колоколов. В храме можно увидеть много памятных досок и надгробий, напоминающих о религиозных и общественных деятелях, нашедших упокоение в этом соборе. Одна из мемориальных досок напоминает о событиях последних дней Второй мировой войны. Пастор Иоганн Майер, пытавшийся спасти жизни сограждан, был расстрелян нацистами в апреле 1945 года. Посмотрите, камни разного цвета. Это потому, что собор строился в разные века и использовали разные материалы. Ну а я завершаю первую часть влога Регенсбург.